Максим Соколов заявил, что автомобили «Лада» столкнулись с резким снижением спроса. На складах дилеров и заводов Тольятти накопилось около 100 тысяч автомобилей, и АвтоВАЗ выражает серьезную обеспокоенность. Глава компании связывает падение спроса с конкуренцией со стороны китайских производителей, ростом процентных ставок и увеличением затрат на производство автомобилей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Автомобили в современных реалиях стали роскошью, и это касается как новых, так и поддержанных моделей. За 1 миллион рублей сегодня крайне сложно найти достойный вариант. Рассматривая популярные Kia Rio и Hyundai Solaris, можно рассчитывать лишь на экземпляр 2015 года с пробегом около 100 тысяч километров. При этом такие автомобили часто имеют несколько владельцев, а их реальный пробег нередко оказывается подделанным. Для многих покупателей такие риски делают покупку старого автомобиля сомнительным решением. Из-за этого внимание переключается на новые автомобили. Но что можно купить за 1 миллион рублей? Выбор сводится к базовой комплектации Лады Гранты. Этот автомобиль лишен кондиционера, подогрева сидений, мультимедийной системы и других современных удобств. Версия с минимальным оснащением остается лидером продаж лишь из-за своей низкой стоимости. Однако, будь на рынке китайский седан с аналогичным ценником, популярность Гранты заметно снизилась бы. Тенденции рынка уже подтверждают этот сценарий. Например, китайский кроссовер Haveo Jolion смог обойти Ладу Весту по продажам, что для многих стало неожиданностью. Однако причины очевидны. АвтоВАЗ продолжает повышать цены на свои автомобили, делая их менее конкурентоспособными. Увеличение утилизационного сбора, инициированное для защиты отечественного автопрома, привело к росту цен и разгонке инфляции. Китайские производители, напротив, компенсируют удорожание скидками, что делает их автомобили более привлекательными. АвтоВАЗ оказался в сложной ситуации. В 2023 году утилизационный сбор для машин с моторами объемом 1-2 литра вырос с 306 до 556 тысяч рублей. В 2024 году сбор увеличился еще на 10%, и процесс будет продолжаться ежегодно до 2030 года. Но вместо ожидаемого снижения продаж китайских автомобилей, результат оказался обратным. Отечественные модели утратили конкурентоспособность, а складские запасы Лада достигли 100 тысяч машин. Высокие кредитные ставки и отсутствие значительных скидок со стороны АвтоВАЗа усугубляют ситуацию. Китайские бренды благодаря государственной поддержке могут позволить себе гибкую ценовую политику. Это подтверждают слова главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который признал, что китайские производители буквально захватывают российский рынок как пираньи, оставляя АвтоВАЗ в уязвимом положении. На фоне этого все больше покупателей обращают внимание на китайские модели. Например, за 1,6 миллионов рублей люди предпочитают приобрести кроссовер Москвич 3, чем Ладу Весту, которая также оснащена китайскими комплектующими. Однако по качеству сборки, надежности и оснащению отечественная модель все равно уступает. Ситуация для АвтоВАЗа становится замкнутым кругом. Повышение утилизационного сбора разгоняет инфляцию, увеличивает кредитные ставки и делает автомобили менее доступными. В результате падают продажи, а разрыв между ценами на отечественные и китайские автомобили сокращается. Если тенденция сохранится, в 2025 году популярность китайских автомобилей продолжит расти, что поставит под угрозу устойчивость российского автопрома. Для покупателей выбор очевиден. За те же деньги китайские автомобили предлагают больше. Однако каждый решает сам, что важнее: поддержка отечественного производителя или рациональное использование средств. А что бы выбрали вы? Ну и обещанная мною шутка. Все время собираюсь начать откладывать деньги, и все время откладываю.